себе конфузию. Одеваем обратно щит. И читаем заклинание Destroy Armor. Гавайская рубашка у нас. Всем привет. С вами Андрей у нас. NetHack. Наш персонаж турист, мужчина, 14 уровень. Нейтральное вероисповедание.
поэтому за это можно особо и не переживать. Кольца, в принципе, тоже. Ну, по ушинам мы сейчас их как раз пришли смывать. Блинфолд вряд ли. Lost Peak тоже вряд ли. Линзы сложно сказать. Лампа, не знаю.
Собственно, наш кинжал бафнулся. Он теперь плюс 4. Это достаточно сильная экипировка теперь. Что касаемо, насколько я помню, там можно до плюс 7 грейдить. Но артефакт может и взорваться, если его слишком сильно перегреять. Я обычно грейжу до плюс 5 максимум, и дальше я не грейжу.
стоит заново. Либо вот свет, например. Нам задача сделать на себе конфузию, проверить наличие, есть ли у нас Destroyed Armor, и у нас их 3 штуки. Какую
чтобы все подобрало. Так, по такому же принципу команда put. Выделяем, собственно, самую нижнюю строчку. Нам дают белый цвет убрать. Убираем белый цвет. К нам идет, получается, тигра. Что, собственно, из себя тигра представляет? Прикладываем к нему стеноскоп 44, 9 уровень, 44 хп. Не самый сильный, но армор класс у него. Обратите внимание, это мусорное животное опять сожрала тигра. Проверяем, что у нас экипирован именно один предмет. У нас экипирован один предмет. Читаем заклинание Destroy Armor в проклятом виде. Собственно, нам дали защиту. Одеваем гавайскую рубашку, одеваем щит. Одеваем ботинки, одеваем доспех кристальный, одеваем плащ магической защиты, одеваем легкие перчатки. Легкие перчатки тоже стоит прозвонить, но там есть посильнее перчатки, а именно перчаток вообще несколько типов. Есть, получается, перчатки силы, перчатки ловкости, и вот, собственно, обычные перчатки, как у нас, ну и, собственно, проклятые перчатки, они, которые будут, вы так называемые, будете
также 2 свитка Enchant Viewpoint, собственно, улучшение оружия. Они тоже эффективны. У нас, кстати, их, по сути говоря, 3, потому что пять. На текущем этаже. Нюрса — это хорошая вещь. Она вам может дать дополнительное здоровье на постоянке. Используем нашу сумку хранения. Сейчас будем пробивать к ним проход с помощью кирки. Меняем руки. Выбираем, собственно, кирку. Ломаем киркой к ним проход. Мы сломали к ним проход. Берем так называемый наш кинжал жало и начинаем врываться в них. Отлично, мы ворвались в них. Теперь можно немножко перекусить орками. 2 съели. 3-го тоже съели. Шикарно. Собственно, смотрим, у них меч. Ничем не примечательный. Еще одна шапка и, собственно, еще даггер. Ну, ничем не примечательное снаряжение, если честно. Но его стоит забрать, чтобы это снаряжение не использовали против вас. Особенно, если вы на этом уровне планируете надолго задерживаться. Как в моем случае. Я хотел бы его как временную базу оставить. До момента, пока мы не найдем... Пока мы не найдем, собственно,
переход к острову Медуза. Экипируем саблю на вторую руку. Смотрим, кирка у нас присутствует, но она у нас заняла место стинга. Место стинга занимать нельзя ни в коем случае, поэтому кирку убираем в нашу сумку. Убрали в сумку. Собственно, я думаю, мы пробежим сейчас чуть повыше. Это Йетин зомби, один из достаточно тяжелых зомби. Его лучше всего бить серебром. Смотрим, у нас экипировалось ли серебром. Да, серебряная сабля экипировалась. Но почему-то на него не сработало серебро. На кобальта он обычный моб. В принципе, на него единственное... Обратите внимание, присутствуют нимфы. Я рекомендую геноцидить нимф, потому что, это ужасные создания, они вам постоянно будут геморрой составлять. Поэтому я рекомендую их именно геноцидить. Если у вас есть возможность. И неважно, там, задизморалят вас, не задизморалят, просто геноцидьте нимф. Обратите внимание, мусорный питомец больше мешает, чем помогает. Посмотрим, что нимфа дала. Ничего нимфа не дала, кроме своего трупика. Обратите внимание, опять летучая мышь идет вампир. Это Равен. То есть я думал, это вампир опять. Они просто по маркировке одинаковые. Пока ты не наведешь на них, ты не узнаешь, кто это конкретно. Ну вот вы сами видите, да, то есть это мусорное животное домашнее, оно постоянно жрет еду. То есть нам пишут, что волк воет на луну. Это нам говорит о том, что присутствует на текущем этаже так называемый верх-оборотень, Вервольф он называется. Он сильнее, чем его собратья Веррат и Вершакал. Они, их, грубо говоря, 3 брата, но они повышаются в зависимости от того, на каком этаже вы находитесь. Собственно, чтобы его увидеть, можно использовать, конечно, телепатию, если у вас она есть. Либо использовать повязку на глаза, как в нашем случае, и ментальное зрение. Она, кстати, рядом с нами стоит. Обратите внимание, наше животное рядом с ним стоит. И что вы думаете, будет ли у них драка? Сейчас посмотрим. Пропускаем ход. Ни хрена, видите? То есть животное вообще заигнорировало его. То есть наше животное его даже, видимо, бить не пытается. Ну, нам нужно бить его серебром, только серебро. Ничего больше, кроме серебра. Кстати, к нам идет еще одно манкей. Манкей, честно, это ужасный. Они похожие на нимф, только нимф они телепортируются. А манкей от вас будет сваливать пешком. Манкей можно прям в спину какую-нибудь палочку хренахнуть, чтобы она не отсвечивала. Нельзя дать этому существу вас забить. Мы убили Вервольфа, потому что мы били его серебром. У него не было шансов. Используем команду Invoke. Стоп, нам надо сначала повязку с глаз снять. Используем команду одеть линзы через команду Apply. Вот. Используем команду Invoke для зарядки. Во-первых, выделяем собственно, нашу кредитную карточку. Нам говорят, что вы хотите зарядить. Я хочу зарядить, собственно, палочку холода, которая у нас присутствует 0 из 0, как вы можете заметить. Я ее зарядил.
И теперь следующая зарядка только через 300-400 ходов можно будет производить. Соответственно, у нас сейчас 93 570, это где-то около 94 тысяч будет. Зарядка доступна. Смотрим еще раз. Обратите внимание, нам дали 4 заряда. Но Нюрсу бить нет смысла. Поэтому просто переходим на следующий этаж. Собственно, тут очень большое количество статуй, нам они не актуальны. Также присутствует сундук, да? Нет, это лук. Но нам здесь, в принципе, не интересно, бежим дальше. Обратите внимание, рядом с нами стоит, опять же, Нюрса. Ну, как я говорил ранее, ее можно убить, но она, если вы ее будете есть, вам за каннибализм дадут дебаф. Поэтому пускай Нюрса идет лесом. Она не самый страшный из противников, которого вы могли бы встретить. Поэтому эта лошадь, она для нас, в принципе, должна быть нейтральная, но наш питомец, скорее всего, начнет ее атаковать. Собственно, тут присутствует магазин армора, по крайней мере, тут так указано на текущем уровне. Открываем общую карту вашего подземелья. Мы здесь уже были, присутствует магазин, собственно, армора. Нам он не актуален. Обратите внимание, это мусорное животное бьет именно нас, потому что у нас тратится хп. Если она бьет нас, мы его просто убиваем. Есть его не рекомендуется, потому что даже если оно погибло, грубо говоря, враждебным к вам, бумажный голем — это лучший источник свитков чистых. Гигант-мумия — вот один из самых страшных гигантов. Ну, мы достаточно сильны должны быть. Ну, мумия всегда, собственно, трупик и бинты. Мумию есть нельзя, потому что это устаревший труп. Он вам просто дебаф даст на... Ну, так называемое пищевое отравление. Боевая лошадь дружелюбная, то есть она нас даже не должна атаковать. Видим еще один драгоценный камень, это глаз, это так называемое стекло. Нам оно тоже не актуально. Бежим вниз. Подтягиваем свое животное к себе поближе. Через свисток. Смотрим, что это рядом с нами лежит. Это биар-трап. Ну, биар-трап нам не актуально. Собственно, 20 плюс уровень. Стоит посмотреть через повязку на глаза, что они вообще из себя уровень представляют. Тут присутствует серый единорог. Серый единорог — это возможность увеличить вашу удачу до максимума благодаря драгоценным камням, которые вы в него кинете. А удача, по сути, влияет на все. То есть она влияет на то, что вам там, не знаю, вы попадете по противнику, вам там дадут какой-то конкретный артефакт. Если вы будете загадывать его, вам там, не знаю, вы сможете уклониться и так далее. По вам не попадут. В общем и целом она влияет на все здесь. Поэтому удача очень важный параметр. Но учитывая то, что никого в принципе нету, нам нет смысла пока. Бежим дальше на 22 уровень. Обратите внимание, присутствует траппер. Лак-обор. Это... Да, то есть вы могли сами видеть, он вас ловит в трап, он так называемый. И, короче говоря, ужасно из нее. Тут самое важное не встретиться с воздушным элементалем, потому что я один раз с ним встретился. Он, короче говоря, меня практически убил. Этот воздушный элементаль. Зрути, не самый сильный питомец. Монстр, против которого мы дрались, это, собственно, стеноскоп к нему приклад, 12 уровень, 45 хп. Не самый сильный, но, опять же, он нас атакует, значит, мы его будем сами атаковать.
Я, по крайней мере, так сужу. Если ты нас атакуешь, значит, мы атакуем тебя. 22 уровень – это наш максимальный этаж в данный момент. Переодеваем линзы, одеваем повязку на глаза, смотрим вообще, кто из монстров присутствует на уровне. Тут присутствует одна нимфа. Смотрим на ее спящее состояние, пропускаем один ход. И смотрим, она двигалась, она не двигалась. Соответственно, нимфа нам не актуальна. Видим, также тут присутствует огненный муравей. Огненный муравей имеет свойство прожигать вашу экипировку при взаимодействии с вами. Ну, есть микрошанс того, что он прожгет вам экипировку. Как и все огненные ребята, с которыми вы будете взаимодействовать. Но у нас нет на него дороги, если не ошибаюсь. Попробуем пробежать. Да, у нас нет до него дороги, если только есть где-то. Да, здесь нет дороги, соответственно, нам не критично. Тогда мы просто бежим на следующий уровень. Опять же, наш мусорный персонаж проголодался. Не хочет он. Мы, видимо, сейчас пойдем еще раз за едой на свой тот уровень. Собственно, гномий король, кентавр, тролль, большое количество орков и огр-король. Все, это, судя по всему, еще один зоопарк. Чтобы пройти зоопарк без болезни, во-первых, вы не должны разбудить никого. Для этого нельзя наступать на ловушки, так называемые скрипучие доски и так далее. Нельзя использовать горные барабаны и так далее. И максимально максимально по-тихому, то есть у вас должна быть скрытность. Мы попробуем этих ребят убить. Но опять же, из-за того, что с нами мусорный питомец, он всех разбудил. Это Урукхай, если не ошибаюсь. Да, это был Урукхай, Орк-шаман, гномий король, ничем не примечательный. Визард, забираем палочки, палочки обязательно забирайте. Делайте что угодно, но палочки надо забирать обязательно, иначе они против вас эти палочки применят. Не стоит подходить вплотную, пускай они сами подходят. Тролль убил кентавра. Я, правда, не понял, чем он. А палочка холода. Ну, кентавр будет вставать в любом случае. Не кентавр, а получается тролль будет вставать, если нашего питомец не съест. Я надеюсь, сейчас наш питомец его схомячит. Тут был, получается, трон. Забираем свиток конфузии. А тут был трон. Не понял. А что с животным? Ну все. Животное наше проснулось. Смотрим, что здесь. У нас, собственно... Ну, тут ничего. Тут, получается, лук, стрелы, арбалет, болты, даггер, ну и, собственно, дальнее оружие, полиарм древковое. Нам оно не актуально. Смотрим, что у нас здесь. Это у нас здесь орк-капитан, труп, собственно, щит, его доспехи орчи. Собственно, щит, доспехи нам не актуальны. Орк-капитан и шлем. Собственно, тут также присутствует сундук. Стоит убрать, во-первых, монеты. Про троном я, честно говоря, не знаю. Я ни разу на них не сидел. Но, по крайней мере, вы сами только что вы видели, что я случайно на нем посидел. Мне написали, что вам некомфортно. Можете чуть назад отмотать и увидеть этот момент. То есть вы сели на труп.
тут написано. Да. Ну, у них своеобразный юмор, скажем честно. Нам написали, что вы сели на труп, и вам некомфортно. Вам не очень. Это is not very comfortable. Если вы немножко с английским дружите, то вы поймете. Проверяем на, собственно, ловушке текущий сундук. Это делается несколько раз. Почему несколько раз? Потому что ловушки не с первого раза всегда обнаруживаются. Проверяем сундук, он закрытый. Собственно, применяем к нему отмычку. Он открытый теперь. Теперь видим, что тут большое количество монет. Собственно, есть палочка отмены. Палочку отмены не берем, либо берем в последнюю очередь. Потому что палочка отмены, она крайне опасная палочка, но она и самая хорошая в этом вопросе, потому что она вам может как помочь, так и очень сильно навредить. Забираем, собственно, монеты в инвентарь. Болты надо выкинуть, как и дротики. Хотя дротики можно оставить. У нас персонаж специализируется на дротиках. Поэтому дротики можете оставить. А вот болты, конечно, лучше выкинуть. Можно, кстати, в этот сундук и положить их, чтобы они не отсвечивали. Дротики оставить. Палочка отмены, конечно, ужасная палочка, но ее нужно забрать. Рекомендую ее пометить другим цветом, максимально ярким, для того, чтобы вы знали всегда, что эту палочку ни в коем случае нельзя класть в вашу сумку хранения. Если вы случайно положите, ваша сумка хранения просто взорвется к чертям. Это был... Я даже не увидел, кто это был. Это мумия, скорее всего, какая-то была. Да, кобальт мумия. Собственно, посмотрим, что изменилось, когда мы убили текущих монстров. Посмотрим, кто у нас зареспаунился. Одеваем повязку на глаза и смотрим. У нас появился Огр Король. Но он, скорее всего, просто телепортировался, потому что мы его не убили. Также мы видим, что присутствуют железные прутья. То есть вы можете заметить, что железная решетка. Но факт в том, что она присутствует, и что... там даже книжка есть. Ну, нифига себе. Ну, по понятным причинам ее можно расправить кислотой, но можно просто не заморачиваться. Вытащить так называемую кирку и просто прокопать. Смотрим, что у нас, какое оружие экипировано. Меняем местами. Используем кирку. Пробиваем проход. Благо стены здесь копаются. Да, собственно, у нас присутствует 2 спеллбука и сержант. Ну, сержанта по понятным причинам есть не стоит. Почему? Потому что, во-первых, это каннибализмом будет, если вы играете за человека. А вот спеллбук пока не ясен, что он из себя представляет. Но, учитывая то, что мы его читали, ну, по крайней мере, у меня надпись, он подписан как Dust. То есть он превратился в пыль после прочтения. Тем самым для нас это, ну, не самое лучшее решение его читать. Что касаемо спеллбука, его в идеале прозвонить у торговца. Но проблема в том, что он достаточно дорого стоит. Ну, спеллбуки вообще дорогие. А у нас точный до 15 уровня не будет присутствовать точной цены на него. Почему? Потому что до 15 уровня все торговцы нашего персонажа, ну, конкретно туриста, считают откровенно лошарой. И из-за этого, пока вы не достигнете 15 уровня, вы не сможете спокойно, нормально прозванивать без проблем, как делают за остальных персонажей. Еще нашли 300 монет, достаточно большой объем.
Глядишь, рано или поздно пару тысяч накопим, глядишь, может, рано или поздно сходим к нашему священнику, он еще попросим у него защиту. Это был гомункул. Гомункула можно есть. Он вам даст сопротивление ко сну. Кстати говоря, еще и есть новый свиток. Гомункул даст вам сопротивление ко сну. Либо сопротивление к яду, если у вас его нету. Ну, с неким шансом. Он в нас чем-то там кидается, но мы его... Его можно есть. Он боевой, как говорится, топор, двуручный топор. Это достаточно тяжелая вещь. Собственно, это булава, так называемая, используется не монахами, этими священниками. Они на них специализируются. И, собственно, этого короля огров. Короля огров можно есть, потому что, ну, он ничем не примечателен. Еще мы нашли монеты, еще 200 штук. Мы прямо по монетам, монеты прям взлетают и взлетают, да? Важно использовать освещение для того, чтобы вы элементарно видели местность вокруг вас. Что касаемо спеллбука, его не стоит прозванивать. Почему? Потому что, ну, его через торговца стоит прозвонить. Максимум. Гомункула есть, как вы видите, он ядовитый, поэтому наше животное его и не съело. Дверь заблокирована, проверяем под собой. Под собой важно проверять, потому что если вы не проверите под собой, вы, скорее всего, можете случайно дверь выбить к торговцу, если вы ее выбиваете и не открываете руками. Вот, если вы ее случайно выбьете к торговцу, торговец вас, скорее всего, убьет, потому что, ну, по крайней мере, на начале это будет сделано 100%. Мы нашли эльфийский лук, но нам не критичен. Также присутствует пони и еще одна ловушка. Ловушка, собственно, антимагическая, но у нас она должна была нам либо магию, либо ХП снять. Потому что у нас присутствует сопротивление к магии, поэтому нам, наверное, все равно. Убираем монеты. У нас, получается, мы уже около 1000 монет, наверное, нашли. Собственно, посмотрели весь уровень. Он еще вон там, переход. Если пробежимся, посмотрим. Собственно, это гриб, если не ошибаюсь. Да, фиолетовый гриб, его есть не... Ну, вообще его есть можно, но он дает галлюцинации. При поедании он считается вегетарианской едой. Четвертый уровень, 19 здоровья, 7 армор класс. Он нейтральный, нам нет смысла его атаковать. Он считается вегетарианской едой. Наше животное его есть не будет ни в коем случае. А вот был бы пони какой-нибудь или лошадь и так далее, она бы его, скорее всего, схомячила за милую душу. Мы нашли переход на следующий уровень. Мы видим вампир-бат, вот это вот самое мерзкое существо, которое у нас высасывает уровни. Переключаемся на серебряную саблю. Лизарда забираем с собой. И, собственно, вампир-бат. Нам повезло, что мы его смогли убить без проблем, без потери уровня, потому что, ну, терять уровень, честно говоря, не особо хочется. Мы нашли еще один поушен. Чтобы узнать точно, что это за поушен, кстати говоря, вы могли заметить, что мы когда дрались с вампир-бадом, на него не подействовало так называемый урон серебряной сабли. То есть надпись про серебряную саблю обычно прописывается, а на него, видимо, он не действует. Поэтому мы могли его смело стингом бить и не заморачиваться. Но все-таки я рекомендую бить их серебром, чтобы они не отсвечивали.
Еще какое-то существо нарисовалось. Это Роте. Ну, Роте не самый сильный противник. Он встречается на начальных локациях. Так называемый бычок. Собственно, мы перешли на следующий уровень. Мы не знаем, что здесь. Единственное, стоит снять линзы, одеть повязку на глаза. Посмотрим, что здесь вокруг нас присутствует. Мы видим одного орка. Но он не сильно критичен. Это Урукхай. Собственно, гигантский муравей, но он очень быстрый. У вас, если у вас нету, у нас вот перегрузка, я не знаю, наверное, для нас страшнее будут солдаты муравьи, чем гигантский муравей. Вот, поэтому для нас, в принципе, не самая страшная компашка. Одеваем обратно линзы. Урукхай к нам подошел. У него есть, судя по всему, свеча. Можно ее, как вариант, себе подобрать. У нас, опять же, 25 монет. Стоит их убрать сразу. По поводу свеч, они используются в ритуале призыва дальше. То есть вам стоит их собирать. Около 10 штук надо всего лишь. Ритуал призыва производится всего лишь один раз там. Он квестовый, поэтому вам нужно в любом случае с собой около 10 свечей в наличии иметь. Собственно, боевая лошадь дружелюбная к нам. Это каменная ловушка там, скорее всего. Поэтому конь ее активировал. Вот, собственно, гигант-муравей. Посмотрим, что он из себя представляет. Обратите внимание, нарисовался тролль. Борьба с троллем, нам нужно притягивать к себе на свое животное. Если, конечно, его этот мусорный не убил. И самому бить тролля, чтобы наш питомец съел его. Либо самому есть бессмысленно. Вот, то есть он его съел, и теперь можно менять местами и забирать все остальное. Почему важно, чтобы питомец его съел, чтобы тролль не встал? Если тролль встанет, вы с ним опять будете драться. Да, это лишний опыт, но опять же, это лишняя головная боль. То есть оно вам надо? Я думаю, что не очень. — 24 уровень, и мы не нашли остров Медузы до сих пор. Значит, если мы его не нашли сейчас, он, скорее всего, будет на следующем этаже. Потому что он должен быть в любом случае. Я сколько играл, я всегда находил его в районе 20, ну, где-то в районе 20-25 этажей. Поэтому он в любом случае будет. Остров Медузы — это просто большое количество воды, и в конце, на выходе с локации, стоит медуза. Чтобы ее бить, нужно использовать отражение и на нее обязательно не смотреть. Если вы на нее посмотрите, вы, скорее всего, без отражения, без ничего, скорее всего, просто склеите ласты. Есть ее нельзя ни в коем случае. Нам нужно убить эту боевую лошадь. Щенок сам ее убил. Это хорошо. Можно, кстати, посмотреть, сколько у него здоровья у нашего щенка осталось. Он половину здоровья ему снова. Забрали золотого голема. С него падает золото в большинстве случаев. С легкого голема падает доспех, с деревянного дерева, так называемые посохи. С мясного падает кусок мяса, с единственной, которое можно есть. Он вам передаст резисты с неким шансом.
Дверь закрыта, стоит ее прозвонить через команду Untrap. Раза 3-4, иногда больше. Чем выше уровень, тем больше раз нужно прозванивать. И, собственно, открываем дверь руками. Обратите внимание, мы нашли переход на следующий уровень. Можно одним глазком посмотреть. Нам нужно, чтобы животное от нас подальше держалось, чтобы мы могли вернуться. И чтобы она там приключений на свою пятую точку не нашла. А чтобы пройти остров Медузы, нужно использовать либо хождение по воде, либо левитацию. Я в прошлый раз использовал, по крайней мере, когда играл, хождение по воде. Ботинки у меня такие присутствовали, я их и использовал. Как же ты меня раздражаешь? Обратите внимание, мы перешли на 25 уровень, одеваем повязку на глаза, снимаем линзы. Рядом с нами присутствует сразу сходу Тенгу. А Тенгу, он благочестивый персонаж, поэтому и серебряной саблей на него будет вешать дополнительный урон. Тем более он демоном считается. Используем Блинфолд. Смотрим, что это вообще. Обратите внимание, это получается Киллер Б, ну, собственно, пчела, большое количество пчел. Тут, скорее всего, будет присутствовать этот. Это, кстати говоря, не остров Медузы, судя по всему. Это обычный этаж. Но на Киллер Б, то есть вот так называемый на улей, который здесь присутствует, то есть большое количество пчел и их, собственно, королева в центре, можно... Там будет так называемое маточное молочко. Его можно будет скушать, с неким шансом вы получите значение силы. Что очень полезно, если вы хотите, чтобы ваш персонаж качался. Еще одна из мартышек, она ничем особо не примечательная, просто... Кстати, кто-то там еще бегает сверху, обратите внимание. Еще одна Нюрса. То есть, были бы мы не персонажами-человеками, ее можно было бы законсервировать и спокойной душой съесть. Но Нюрсу есть нельзя, потому что вам будет дебаф каннибализма, там минус 15. Во-первых, ваше божество разгневается, плюс минус 15, если роль за мировоззрение. Это мировоззрение, конечно, не самое критичное, но гнев вашего божества это такой себе, знаете. Просто когда ваше божество будет гневаться, вам отправят каких-нибудь стражников, ну, не стражников, а существ, которые вам будут люлей навешивать. Это не всегда самое благоприятное место. Нюрсу мы убивать не будем. А вот это ты кто? Ты у нас дезинтеграт. Это Раст монстр. Обратите внимание, Раст монстра можно убить без проблем. Главное не быть в металлическом снаряжении. Прикладываем к нему стеноскоп и смотрим. Это получается один из големов. Ну, не 13 уровень, кстати, достаточно толстенький. Раст монстра есть можно, если у вас нет сопротивления к яду. Это, кстати, каменный, скорее всего, был. Хотя очень странно. Очень много камней с него дропнулось. Видишь, наше животное съело раст монстра. Он, скорее всего, сопротивление к яду рано или поздно найдет. Скорпиона есть можно, он ядовитый, правда. Собственно, мы посмотрели весь этаж. Ну, может, конечно, какие-то ответвления мы не посмотрели. Можно сейчас пробежаться. Нюрсу есть нельзя. Хотя ее в теории можно было бы съесть, но я не рекомендую ее есть. Потому что вам засчитают за каннибализм, а если каннибализм, это плохо. Это, собственно,
так называемый желтый свет, он вам выключит свет, тем самым вы будете какую-то часть времени смотреть без света. Собственно, идет Огр король. Ну, не самый сильный персонаж, но его труп можно есть. Он, судя по всему, бегает. Как он быстро бегает, а? У него, наверное, телепортация какая-нибудь. Да, это 100% телепортация стоит, потому что он телепортируется. Нам, чтобы убить, у него, скорее всего, либо палочка телепортации, либо... Это палочка, да. Обратите внимание, вы видите использование... Ну, сейчас он израсходует палочку, мы ему люлей вставим. Но обратите внимание, он постоянно, видите, телепортируется от нас. Гигантат есть можно. Кстати, нам еще одно кольцо дали. А животное меня опередило. Вот что ты за гнилое животное? Вот как же мне он... Обратите внимание, сколько раз уже использовал палочку. Наконец-то. Ну да, это как... У него, кстати, две палочки. Я сейчас буду ржать, если это две телепортации. Давайте посмотрим. Все-таки мне чисто поржать поинтересно, что это было за палочка у него. Это одна телепортация, вторая инвиз. Ну, это было ожидаемо, честно говоря. Кстати, можно на наше животное... На наше животное дать ему инвиз. Сейчас мы это сделаем. Используем запка. Используем, получается, invisible. Прикладываем к нашему животному и смотрим через стеноскоп, что у нас там за надпись появилась, что не появилась. Обратите внимание, у нас появилась надпись «Невидимый». То есть теперь наш пес невидимый, ну, большая собака. Он, кстати, очень больно бьет. При моем армор-классе это достаточно болезненное. Появилось два сержанта, но они не, в принципе, мы с ними уже сражались. Они люди, единственная проблема. То есть их съесть не получится. Обратите внимание, он прожал Криат-монстр. А это, судя по всему, сейчас происходит... Винтерволк пускает волну холода. Там был пурпурный червячок еще один. А, вот тут даже палочка. Палочка Криат-монстр. Это крайне опасная палочка, особенно в руках монстров. Вампир-бат есть можно, но пускай наше животное его хомячит. Наше животное, кстати, войти не может, потому что там проклятые предметы присутствуют. Поэтому нам нужно его... Ну, палочка Криат-монстра, ну, создание монстра, это крайне опасная палочка, особенно в руках ваших врагов. Это прям ужас. Поэтому я не рекомендую, как только вы увидели эту ситуацию, максимально быстро убирайте этого врага. Иначе он у вас закастует палочку, и вы просто потом приплывете.
Нага кастовала огонь, но у нас все защищено, в принципе, от огня. То есть единственное, что она могла бы сделать, так это неприятно нам насолить. Мы убрали, получается, склянки, убрали свитки, убрали, получается, книжки. Поэтому даже если она по нам пробьет огнем, нам будет не критично. Нет, 25 этаж, наверное, мы будем позже пробегать. Наша задача в данный момент вернуться. И чтобы мусорное наше животное все-таки откликалось на наши команды. Обратите внимание, это... Чтоб тебя, пес! Обратите внимание, это псина жрет до сих пор. Псина, проснись! Хватит жрать! Прикладываем стеноскоп и видим, что это мусорное животное ослеплено. Но это не критично. Жалко, мы на него рог единорога прикладывать не можем. Но факт остается фактом. Бежим обратно на свой 17 этаж. В следующий раз начнем с него лучше. А заодно сейчас все выложим. Разгрузимся, как говорится. Этого можно убрать, чтобы он не отсвечивал. Это эльф, если не ошибаюсь. Эльф не критичен. Единственное, только наше животное. Пантера, она... Но я бы не успел ничего сделать, я пес сожрал всех. В чем проблема его сжирания? В том, что он вместо того, чтобы идти, переходить куда-то, мы занимаемся вот этим сжиранием монстров. Что очень бесит, честно говоря. Я вот из-за того, что там дружелюбный питомец, я не могу его просто притянуть к себе. И постоянно приходится по 300 раз. Йетин мумия тяжелая достаточно мумия, но всегда одно и то же на ней. На бинты мумии сам труп есть, йетиной нельзя, потому что... Мумию имеется в виду. Потому что она вам даст дебафы. Такие как пищевое отравление, правда его можно снять, но факт в том, что его нежелательно есть. Поэтому делайте, что хотите, но не ешьте эту мумию несчастную. Собственно, мы прибежали на наш уровень, на основной. Мне не нравится то, что она... Нюрса-то не опасная, понимаете? То есть она бьет там дохленько, но факт в том, что она вот подтормаживает персонажа, и из-за этого вот очень сильно бесит. Наш персонаж проголодался, перекусим что-нибудь. Все, мы добежали до этажа. Ладно, на этом мы остановимся. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.